Всем привет! С вами снова Максим Кухарь, и мы продолжаем наш курс изучения SQL. Курс ориентирован на аналитиков, менеджеров, специалистов по работе с данными, которые только начинают изучать SQL или делают первые шаги в его освоении. Курс абсолютно бесплатный. В рамках курса я лично оказываю поддержку всем участникам обучения в специально созданной группе Telegram, ссылка в описании. На прошедших 2 уроках мы говорили про внешние соединения Left Outer Join и Right Outer Join. Сегодня рассмотрим еще один пример внешнего соединения Full Outer Join. Полное внешнее соединение. Если коротко, Full Outer Join – это когда строки из обеих таблиц попадают в результат запроса, даже если им не нашлось соответствия связанной таблицы. Разберем пример. У нас есть 2 таблицы в схеме HR – Location и Countries. Если посмотреть содержимое данных таблиц, то видно, что они имеют одно общее поле – Country ID. Чтобы удобнее было работать с таблицей Locations, давайте сделаем ее немного компактнее. Сперва уберем некоторые поля, например, уберем все поля, кроме City и Country ID. И также уберем дубликаты строк. Теперь к полученным данным из таблицы Locations добавим поле Country Name и Region ID из таблицы Countries. Данные будем объединять по ключу Country ID. Для соединения таблиц воспользуемся уже знакомым нам соединением Left Join. Запрос работает, данные видим. Если вы обратите внимание на поле Country ID, то сразу видно, что общее число значений в данном поле равно 23, и при этом некоторые из них повторяются. Хотя если посмотреть на нашу дополнительную, вторую таблицу, то в ней все значения уникальны, и их число равняется 25. Очевидно, что в нашу основную таблицу потянулись только те строки, значения по которым были в таблице Locations. Все верно, такова логика работы соединения Left Join. Но иногда бывает ситуация, когда к основным данным нужно подтянуть все имеющиеся значения из второй таблицы. Иными словами, добавить в нашу результирующую таблицу даже те строки и поля из дополнительной таблицы, по которым нет соответствия. В данном случае как раз и нужен Full Outer Join. Принцип записи очень похож на Left Join. По сути, в нашем запросе меняется только одно слово. Обратите внимание на результат. По тем значениям, где Country ID совпал в обоих таблицах, мы получили необходимый Country Name и Region ID в дополнение к нашим данным из первой таблицы. В тех случаях, где совпадение не было найдено, мы получили значение null, то есть данные из второй таблицы добавились в наш результат, несмотря на то, что по ним не было ключа в первой таблице. Лично я в своей работе соединение Full Join использую редко. Соединение все-таки не самое распространенное, но все, конечно, зависит от задач. В любом случае, знать о возможности подобного соединения таблиц нужно, и в последующем вам это может пригодиться. Также обратите внимание, что для Full Outer Join, равно как и для Inner Join, не важен порядок таблиц, в котором они указаны в секции From. На результат запроса порядок указания таблиц не влияет. На этом данный урок завершен. Если возникли какие-либо вопросы, требуется что-то уточнить или дополнительно пояснить, спрашивайте в нашей группе в Telegram. Группа специально создана для ответов на вопросы в рамках данного курса. Вопросы можно задавать любые в контексте рассматриваемых нами тем. Понравилось видео, ставьте лайк, делитесь ссылкой с друзьями. До встречи в следующем уроке.